Гол Хвичи, голевая Качоры, дебют Микаутадзе – вот что было на этой неделе, а еще они пообщались с журналистами сразу после матчей. Давайте посмотрим, что они сказали. Погнали! Это по-прежнему Сандро, канал Shot Media. Приветствую всех. Здесь мы говорим о грузинском футболе и подводим итоги регулярно. Сегодня хотелось бы мне поговорить о грузинских футболистах в Еврокубках. Я вообще не помню, мне кажется, никогда такого не было, чтобы 3 грузинских футболиста сразу начинали в Лиге Чемпионов. А ведь есть еще Мамардашвили, есть еще Георгий Заря, их может быть 5, представляете? Заря пока травмирован, Мамардашвили пока в состав не попадает. Но давайте о позитивном, давайте о том, что было на этой неделе. И, конечно же, начать хотелось бы с результатов. Сейчас они на ваших экранах. Тоттенхэм обыграл Вильярреал 1-0. Хвича и его ПСЖ обыграли Аталанту 4-0 и 4-1 Спортинг Кайрат. Сейчас по порядку каждый матч разберем. Хотелось бы начать, конечно же, с Хвичи и его игры за Пари Сен-Жермен. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Впереди еще очень много матчей. Представьте, 8 туров Лиги Чемпионов. Еще сборная будет играть. Ну как вы будете жить без информации обо всех этих событиях? А она есть на русском языке только здесь. Подписывайтесь. А если вы русского не знаете, то есть титры. Можно на английском послушать, кстати. Подчеркиваю, можно включить аудиодорожку на английском или поставить титры на грузинском, либо на любом другом языке, на котором вам комфортно. Переходим к матчам. Хвича Кварацхелия выходит в старте, забивает гол, становится лучшим игроком матча. Я подробно разбирал игру Пари Сен-Жермен, конкретно Хвичи, и вы тоже это видео поддерживали, лайкали, за что отдельная благодарность. Ну давайте послушаем, что Хвича говорил после этой игры. Как всегда, скромно. Знаете, ощущение иногда он выучил просто эти фразы, что вот мы идем вперед и так далее. Давайте послушаем. Хвича, мои поздравления. Как вы оцените такую впечатляющую победу сегодня вечером? Да, мы рады, что сегодня переиграли Аталанту. Аталанта сильная команда, но сегодня игра была нашей. Мы выложились полностью, контролировали большую часть матча и старались играть в свой футбол. Сегодня все получилось. Шикарный гол, приз лучшему игроку матча. Идеальный вечер, не так ли? Да, конечно, идеально, но главное — это победа команды. Отличная игра для всех. И после сложного группового этапа в прошлом сезоне, как сильно вы хотите напрямую выйти в топ-8 в этот раз? Да, у нас хорошие игры, поэтому мы и стали чемпионами в прошлом году. Мы знаем, что нужно бороться с каждым соперником, снова со всеми конкурировать. Будем стараться выигрывать в каждом матче и пройти квалификацию в топ-8. Спасибо. Хвича, лучший игрок матча, поздравляю. Вы полностью контролировали игру сегодня. У вас были такие же ощущения на поле? Да, мы очень рады сегодняшней победе. Думаем, мы отлично контролировали игру, больше владели мячом, хорошо сыграли и победили. Отличный матч для нас всех. И вы забили прекрасный гол. Можете описать его? Да, думаю, неплохой гол. Сейчас не очень помню, надо зайти пересмотреть еще раз. А так все хорошо. Этот гол лучше, чем прошлогодний с Астон Виллой? О, нет, с Астон Виллой был лучше. А как вы считаете, команда прогрессирует от матча к матчу? Конечно, мы тренируемся, улучшаемся и стремимся играть все лучше. А как у вас самочувствие? В воскресенье же были проблемы, сейчас все хорошо? Да, была небольшая проблема, но врачи помогли. Сегодня я был готов выложиться на все 100. Знаете, ну для меня забавно, что он не смог вспомнить собственный гол, сказал, забыл, надо пересмотреть. Ну, мне кажется, что это может быть от волнения, просто он не знал, как он его сейчас будет описывать на английском языке. Наверное, это все-таки не так просто пока для него. Но вот про травму он тоже сказал, что все хорошо, спасибо медицинскому штабу. Здесь, пожалуй, нечего добавить. Я пересмотрел кучу материалов, десятки интервью. Никто конкретно про Хвичу не говорил. Ну, давайте из того, что я нашел интересного, еще покажу вам. Например, Люка Шевалье вот так вот пришел на послематчевое интервью. Особо ударов по воротам во втором тайме не было. И журналист французский спросил у него, а вы не заскучали ли вы вообще во втором тайме и в этом матче? Давайте посмотрим, что он ответил.
Люка, добрый вечер. Вы не заскучали там в воротах? Не-не-не, во втором тайме, когда счет стал 3-0, Аталанта сдалась. Им стало слишком сложно. Но в первом тайме всегда есть работа, так что... Знаете, пока мы побеждаем, если мне не нужно вмешиваться, все хорошо. С самого начала все это говорили, и вы говорите, быть вратарем ПСЖ в Еврокубках — это другая профессия, это реальность совсем иная, чем в прошлом сезоне. Да, совсем иная, совершенно по-другому. А в чем? Потому что мяч редко попадает тебе в руки, скажем так. В основном в ноги, наверное, да? Да, особенно в ноги. Но это то, что требует тренер. Сегодня, если анализировать, то это касается выхода из обороны, всегда есть что улучшить. Но да, в этом плане я думаю, что помогу команде, как только мы получим мяч. Так что, знаете, нужно быть готовым, когда придется делать сейвы. Это обязательно случится рано или поздно. Я готов, но в любом случае приятно играть с этими ребятами. Все происходит очень быстро. Вам не хватает касания мяча? Нет, ведь мы побеждаем, мы выигрываем матчи. И вот сегодня я не пропустил, что логично. В Лиле я привык немного к другому. Там в каждом матче приходилось делать хотя бы один сейв. Ну, так вышло. Это показывает, что я вырос в карьере и играю в более сильной команде. Ну, видите, здесь можно подчеркнуть, что Энрике требует играть ногами вратаря, и почему, собственно, Доннарума исчез из этой команды, потому что он в этом не был силен, и мы видели, что были выносы. И, кстати, я по прошлому сезону помню, что было много с этим проблем, потому что вот были выносы, когда команды играли высокий прессинг. Если вратарь не может из него выкрутиться, то, конечно, это проблема. Ну и, конечно, то, о чем говорил корреспондент, что в Лиле все-таки интенсивность была другая, но, видите, Шевалье сам сказал, что значит он все-таки вырос по карьере. Давайте перейдем к тренерам. Иван Юрич, я говорил перед игрой, что это очень удачный тренер для Хвича Кварацхелия. В 4-й раз из 5 против Ивана Юрича Хвича забивает. Ну вот такой вот Иван Юрич, просто one love. И вот что он говорил после матча. Тут же отмечу, что кого-то поименно он не выделял. Были такие общие фразы. Было видно, что он раздосадован поражением, но тем не менее давайте послушаем. Второй гол был слишком легкий. Мне это не понравилось. После второго гола стало реально трудно. Пенальти был эпизодом, не игровым моментом. Но с ними все равно было сложно. Думаю, ПСЖ, как мы видели в прошлом году, с Интером и другими командами, это команда совсем другого уровня. И если мы будем слишком критичны к себе, то мы будем неправы. У Энрике спрашивали про его вот эту манеру смотреть первый тайм с верхотуры, а второй уже находиться с командой. И вот как он это прокомментировал. Главный вопрос был, а будете ли вы продолжать? Это у вас такая новая традиция или как? Больше всего мне понравились настрой, интенсивность и качество. Я смотрел первый тайм с трибуны. Так всегда лучше. Больше информации и лучше обзор. На выезде полезу ли я на трибуну? Нет, не думаю. Не-не-не, на выезде не рискну. В основном из-за физического состояния, видите, оно не самое лучшее. Это классика французского футбола. Матч, в котором все хотят играть и тренировать. Это всегда красивые матчи с атмосферой. Ну, как видите, в Марселе сегодня он не собирается подниматься на выездную трибуну. Он так вот показал на руку и сказал, что, ну, вы что думаете, я совсем из ума, что ли, выжил? Конечно же, спросили про пенальти, и это то, о чем я всегда думал. Забавно, что было два вопроса. Вот первый был на флеш-интервью по поводу пенальти Баркаля. О пенальти спросите Баркаля, а не тренера. Все, спасибо. А на пресс-конференции спросили о том, как определяются пенальтисты и почему именно Баркаля сегодня бил. Ну, обычно я сам выбираю исполнителей пенальти.
В этом случае мы показали в прошлом сезоне, что у нас много игроков, способных бить пенальти. Сегодня мы решили дать шанс Брэдли, который еще не забивал с пенальти. Но обычно это Витинья, Усман, Гонсалу или Нуну Мендеш. У нас много исполнителей, Брэдли Баркаля, конечно, один из них, но это нормально. Только один игрок может бить пенальти, тот, который назначен. Это нормально. Ну, знаете, мне запомнилась еще другая фраза Луиса Энрике по поводу того, готова ли команда к сезону. Можно ли считать, что вот этот отпуск, клубный чемпионат мира, вот эти все накладки, они уже как бы позади, и команда идет в новый сезон? Очень короткий отпуск. Мы все еще в форме прошлого сезона. Понимаете, да? Ну, такая вот ситуация. Мы любим играть в футбол, думаю, мы готовы к соревнованиям. Сезон только начался, но надо мыслить позитивно. Ну и в заключение Луис Энрике сказал еще про Аталанту, которую уже как бы похоронили, но он предостерег, что не нужно торопиться с выводами. Мы ожидали, что Аталанта будет интенсивно обороняться, что и произошло. Аталанта сегодня столкнулась с Пари Сен-Жермен, игравшим на высоком уровне. Если мы не на высоте, Аталанта создает нам очень много проблем. Куда делась Аталанта? Да вы увидите в следующих матчах Лиги Чемпионов, сколько игр выиграет Аталанта. Вот увидите. Думаю, сегодня они встретили отличную версию ПСЖ на своем стадионе. С нашей поддержкой. И в этой ситуации любой команде будет трудно. Вот такая была пресс-конференция Луиса Энрике. Я, заканчивая тему ПСЖ и Хвичи, скажу, что, как кто-то из вас писал в комментариях, как будто бы после капитанства в сборной Хвича прям воспрял. Потому что я даже помню первый матч против сборной Турции, когда Грузия проиграла. Да, Хвича там забил в концовке, но первый тайм очень неважно он играл. Там Кочурашвили на себя многое брал. Кстати, сейчас посмотрел игру Спортинга, и реально вот Кочурашвили играл точно так же за сборную, как он играет в Спортинге. Вот был таким диспетчером, смотрел, куда можно атаки развивать, и их двигал. Во втором матче уже было все иначе, и там Хвича был капитан. И я вот здесь бы немножечко поспорил с Энрике, что, например, тот же Хвича, ну, вряд ли он в форме прошлого года. Может быть, ПСЖ как команда действительно так, но, например, Хвича, наверное, он все-таки подтягивается к форме прошлого сезона, и сейчас уже как-то и психологически уверен, что он по-другому чувствует это. Идем далее, наверное, не в хронологической последовательности, а в той последовательности, в таком рейтинге нашем топ грузинских футболистов. Следующий будет Георгий Кочурашвили, для которого матч против Кайрата был дебютным. И давайте посмотрим, что он говорил перед этой игрой. Горжусь быть здесь. Путь был долгим. Сегодня одна цель – наслаждаться и выложиться для команды, чтобы взять 3 очка. Лига чемпионов – это цель Спортинга. Да, мы все любим побеждать и выходим на каждый матч именно за победой. Для меня и команды цель выйти в плей-офф. С сегодняшнего дня все начинается. Каково играть рядом с Юльманом? Невероятно. Юльман, Морита, Симовис, все здесь заслуженно, они отличные игроки и делают меня лучше. Мне нравится, когда каждый знает свою роль. Такие были ожидания у Кочурашвили. Видите, главное наслаждаться, он это повторяет постоянно, любит парень наслаждаться. Ну, в общем, если без шуток, то правда так и нужно делать. И мы видим, что даже тот ассист, который Георгий отдал в матче, ну, без наслаждения на него смотреть невозможно. Блестящая голевая передача, Спортинг забивает второй гол. И, в общем-то, после этого все стало понятно в матче. В итоге победа 4-1. Кочору заменили, по ходу матча Морита вышел. И вот я не знаю, как будет дальше,
потому что Морита — это такой принципиальный конкурент Кочурашвили на его позиции. Я не знаю, как будет варьировать состав тренера португальского клуба. За этим будем следить. На Кочуру поздравляем с очередной победой и первой победой в Лиге чемпионов. В заключение пару слов про Жоржа Микаутадзе. Если вы не знаете, он отличился уже в чемпионате Испании, забил таки свой первый гол, но в Лиге чемпионов было не все так гладко. Матч с Тоттенхэмом такой скучнейший, честно вам скажу. Я пытался его смотреть, но на втором тайме переключил. И вот этот эпизод я упустил. Посмотрите в концовке второго тайма. Защитник Тоттенхэма смог остановить Жоржа только вот таким толчком, я бы сказал. Очевидно было, что это нарушение правил, но, с другой стороны, видно, что оно на границе штрафной, и поэтому пенальти здесь, конечно, нет. Но реф вместо красной карточки показал в этом случае лишь желтую, и об этом говорили и главный тренер Марселино. Он был недоволен этим эпизодом. Ну и давайте послушаем самого Жоржа, который целых 3 минуты после матча пообщался с журналистами. Тоже классное интервью. Жорж, матч был разочаровывающим для команды и особенно для вас. Вы мало касались мяча, да и то в неудобных ситуациях, но в конце вы чуть не переломили ход игры в пользу своей команды. Конечно, обидно, что проиграли. Лично у меня не было шансов проявить себя. Тяжело, но я боролся как мог. Старался отбирать мячи, выполнять указания тренера. Несмотря на это минимальное количество касаний, все же обнадеживает, что у нас был отличный момент в матче с Тоттенхэмом. Давайте вернемся к той ситуации в конце матча. На повторе видно, что фол начался вне штрафной. Но вас понесло по инерции, и вы упали. Кажется, сначала судья указал на пенальти, но видеоповтор показал, что это штрафной. Я тоже думал, что это пенальти. Если не пенальти, то должна быть красная карточка. Не знаю. Но что сказали там судье? Но обычно, если не пенальти, то красная карточка. Как вы сказали, в этом матче есть и положительные моменты. В турнире еще есть время. Что команде нужно улучшить, чтобы пройти хотя бы в раунд плей-офф? Думаю, надо больше играть в пас, а не выбивать мячи, куда попало. Мы мало играли в пас, не контролировали мяч и не атаковали вовремя. Надо работать над этим, надо наладить игру, и шансы появятся. Сегодня их было мало, это правда. Лето было бурным из-за ухода из Лиона, мы видели ваши слезы. Лион в сердце, но Лига чемпионов — это вершина для игрока, верно? Да, это лучший клубный турнир. Я горд дебютировать за Вильяреал в Лиге чемпионов. Хотелось другого финала, конечно. Но что поделать, это футбол, надо продолжать работать и двигаться вперед вместе. Спасибо. Вот такие мнения. У Жоржа спросили, да, по поводу дальнейших планов и вообще, что можно взять позитивное. Дебют состоялся, команда сыграла, нужно работать с результатом, да, такие выводы. Ну, давайте посмотрим еще на таблицу сейчас. Она, конечно, очень формальная, но вот здесь, видите, соседи, Спортинг и Пари Сен-Жермен. Ну, Вильяреал сейчас совсем внизу, там, собственно, и Кайрат тоже находится. Ждем дебюта Георгия Заря, ждем дебюта Георгия Мамардашвили. Это тоже будут интересные события. Но тем временем вот есть список у нас грузинских футболистов в Лиге чемпионов. И сейчас он, если считать тех, кто именно сыграл, пополнился еще 2 игроками. Это были первый матч для Кочурашвили и Микаутадзе, повторюсь, и 29 футболистов. И вот теперь вопрос, кто станет 30-м. Будет ли это Заря, будет ли это Мамардашвили. Вопрос открыт, будем за этим следить. В заключение давайте посмотрим, что нас ждет всего через 10 дней. Расписание матчей очередного тура Лиги чемпионов. Вот так вот быстро
Смотрим 30 сентября в 20:45 по Грузии. Кайрат Реал. Там может дебютировать Георгий Заря. Я буду на этом матче, обязательно сделаю репортаж. Еще раз повторяю, подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы не пропустить. Надеюсь, что Заря именно там дебютирует. 1 октября очень обидно, но в этот раз не будет, знаете, такой россыпи, так все это растянуто не будет. В один день, в одно время играют все 3 грузинских футболиста. Ну, с другой стороны, отличный повод сделать стрим как раз в это время и следить сразу за всеми. Наполи сыграет против Спортинга. Вот Кочурашвили почувствует атмосферу неаполитанского стадиона. И Наполи, который проиграл в первом туре Ман-Сити, будет рубиться, конечно, на победу. 23:00 Барселона против Пари Сен-Жермен. Тот матч, который мы ждали в прошлом сезоне, но который так и не состоялся. Вот жеребьевка нас порадовала, и мы увидим эту игру. Надеюсь, что Ямаль будет в порядке, Хвичи будет в порядке, и мы увидим настоящий спектакль. Ну, я просто не представляю. Еще Луис Энрике же приедет в Барселону, и Nou Camp должны открыть. Короче, это должно быть очень-очень круто. С нетерпением ждем этого матча. И Вильярреал-Ювентус, может быть, не такая яркая вывеска, но Вильярреал дома силен, в чем мы убедились вчера. Команда обыграла Осасуну, пусть соперник был десятером, но тем не менее. Такие афиши, такие итоги. Пишите ваше мнение, что на вас произвело наибольшее впечатление, кто вам больше всего понравился и вообще, что вы ждете от этой Лиги Чемпионов. Обсудим в комментах, обязательно подписывайтесь. Нахвамдис, Сакартвелос Гаумаджус.